И я тут должен извиниться сразу же за некоторые утверждения, которые высказал в предыдущем видео касательно этой почты. Но начну издалека. Я там сообщил, что обозреватель это помойка помоек, всосала вот данную информацию и понесла. И левый берег еще понес. Это всосала газета «Сегодня», причем украинская киберхунта взломала почту помощника Путина. Не сообщает о том, что взломала. Вот, украинские хакеры утверждают, что взломали почту Суркова. ТСН украинские хакеры утверждают, что взломали почту Суркова. Факты ICTV, ну это днище дна. Хакеры взломали почту Суркова. Это просто можно... Факты ICTV это просто... Это не СМИ. Все, пропускаем. Фокус. Украинские хакеры утверждают, что они взломали. Укринформ украинские хакеры заявили, что взломали почту Суркова. Эспрессо. Хакеры взломали почту Суркова. Хвиля. Так, киберхунта обнародовала. Геращенко подтвердил взлом киберхунтой почты помощника Путина. Хакеры выложили план Суркова. Это левый берег. Вы посмотрите, какое количество СМИ всосали данную информацию. И это еще не все СМИ. Дальше покажу остальные. В общем, меня заинтересовал вопрос, который не заинтересовал вот эти СМИ. А киберхунта, организация украинских хакеров, чем они до этого занимались? Там был когда-то такой Докунин, это главный белый маг, белый хакер Украины. Он когда-то пытался взломать мой PayPal. Каким образом? Постоянно запрашивал пароль. Запрашивал. Ну, PayPal среагировал и типа обратился ко мне, что кто-то пытается войти. Это вызвало ужасные проблемы. Они продолжались 2,5 часа. На этом все закончилось. В общем, и я подумал, чем занималась киберхунта раньше. Киберхунта продолжает ломать компы сепаров. Выложено это на сайте Спротив. Спротив принадлежит Тымчуку по прозвищу «Потерь нет». Это известнейший украинский фейкомет. Вот, здесь они выложили беседа рабочих Медведя и Сереги Черепа. Я зачитаю, чтобы было понятно. Уровень, чтобы был понятен. Итак. Да, Серега. Здорово, брат. С праздничками тебя. Спасибо, и тебе не хворать. Не дождетесь? Ну что, как там у нас дела? Что интересного? Да как тебе сказать, нифига, вообще тишина, да. А то я ж в госпитале, всем звоню, делать нечего. Понял тебя? Да нет, тишина полная, это все так же. Не, братишка, я же это по командировкам мотаюсь постоянно. А чего? Ну это сопровождением, понял, Донецк. Успенка, Донецк, Успенка, не понял. Ну завод в Донецке слышал, вот это, поставили на железяки на поток, на букву Г. Грады что ли? Однотрупные эти? Да тихо. Ну партизаны? Ну да. Круто. Так в Успенке как? Ну просто ты понимаешь, короче, часть у нас остается, а дальше спецы оттуда приезжают, проверяют, испытания проводят, понял? Ой, офигеть, у них своих таких нету. Ну, короче, в южную часть, понял. Пески там, где пляжи песчаные, короче, туда. А, понял, брат, понял. Смысл какой там, тра-та-та, ой. И вы сейчас спросите, а что я только что услышал? Ну как это? Ты услышал только что, друг мой, разговор двух сепаров. Один из них лежит в госпитале, звонит своему другу, и они обсуждают там сверхсекретное обсуждение. В южную часть, ну короче, на Сирию теперь будут пускать. Вот такой вот ерундой занималась эта группа Киберхунта. Короче, это самая крутая их и самая значимая операция прошлых дней, а от тепер от ета операція. Тема, яку хотіла б згадати. Серйозні наміри опубліковано хакерами листування помічника президента Росії Владислава Суркова про плани дестабілізації в Україні достовірне. Про це в ексклюзиві нашому каналу заявив народний депутат Антон Геращенко. Слухаємо. 112-й. Можно много слов сказать, но скажу одно слово. Жаль. Жаль, 112-й. По имеющейся у меня информации, этот документ совершенно достоверный. И те документы, которые сегодня опубликованы, они полностью вкладываются в политику России. Россия сейчас не будет проводить активных военных наступательных действий. Она разваливает нашу страну изнутри. У Геращенко звание, знаете, придворный клоун. Но мне кажется, ему уже можно давать звание капитана. Капитан очевидность Геращенко. Россия раскачивает, все такое. И тут бы задать вопрос журналистке. А откуда у вас информация о том, что вот это реально? Через запуск фейков, через различные внутренние дестабилизирующие ситуации. Путем запуска фейков Россия дестабилизирует обстановку в Украине.
Над этим вбросом посмеялся Гонопольский. Я сам прозрел. Гонопольский поржал над этим. Над этим вбросом посмеялся целый ряд украинских политтехнологов и людей, которые хоть немножко отличают хрен от пальца. Над этим вбросом посмеялись все. Лещенко посмеялся тоже. Политтехнология на уровне 3 класса. Поверили в вброс? Ну, разве что совсем упоровшиеся. Як перевіряються фейки? Якщо по часу, після того, відбулися якісь дії, значить це не фейк, значить про це говорили. А якщо там просто набір фраз, що треба те робити, те зробити, а воно не мало висіду, звичайно, це дуже легко перевіряється. Вы поняли, да? Если что-то написано, а потом это случается, значит это уже не фейк. Проверить легко. Я даю сейчас распоряжение Петру Алексеевичу Порошенко. Слышь ты, смерть, смотри мне следующее. Я хочу, чтобы в следующей своей речи ты обязательно упомянул Российскую Федерацию. Я заплачу тебе за это 500 гривен. Ну все, ждите и проверите. Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук підтвердив, що документи зі зламаної електронної пошти помічника президента Росії Владислава Суркова є справжніми. Ну все, если Геращенко подтвердил, то понятно. Еще Шкиряк подтвердил. Помните Шкиряка, да? Это двое из ларца, в общем. Это что не подтверждает Геращенко, то обязательно подтвердит Шкиряк. У понеділок українські хакери з групи Кіберхунта заявили, що нібито отримали доступ і повністю контролюють листування у пошті Суркова. В принципе, если в названии у них хунта заменить «Н» на «Е», то получится более объективное название этой хакерской группы. Но вот здесь журналистка задает вопрос, а откуда у вас уверенность в том, что это правда? Звідки у вас інформація про те, що це достовірні дані, що це правдиве листування Суркова? Значит, ни для кого не секрет, что Владислав Сурков является правой рукой Путина по осуществлению плана по дестабилизации и расчленению Украины. Именно его группа работала над тем, как захватывать Крым, как обеспечивать идеологические оккупацию части Донбасса. Эта работа продолжается. На сегодняшний момент эта группа работает над тем, как раскалывать Украину изнутри. Если вы думаете, что он все-таки ответит на вопрос журналистки, так вы не правы. Он не ответит на вопрос журналистки. То же самое, что... Слушайте, а что вам дает основание утверждать, что Антон Геращенко просто толстый долбоёб? Ну, смотрите, ни для кого не секрет, что на небе есть звезды. И эти звезды иногда дарят нам свет. Хоть он и холодный, но иногда он освещает нам путь. Скажіть, будь ласка, Антон, от що мене наштовхує на сумніви в достовірності цього тексту, що він надзвичайно низького інтелектуального рівня? На самом деле, текст очень низкого интеллектуального уровня. Там, допустим, ну, помимо ошибок, орфографических ошибок и стилистических ошибок, и дебилистических ошибок, даже там по поводу там серьезно, они написали как серьезно, к примеру, да, это все сейчас есть в открытых источниках, это обсуждается, над этим опять-таки смеются. В общем, текст написан, ну, школьниками, создает впечатление. Що ви думаєте про це, про рівень розуміння? А почему вы, собственно говоря, решили, что Владислав Сурков и его окружение – это люди высокоинтеллектуальные? А, да, за минуту до этого Антон Геращенко. Именно его группа работала над тем, как захватывать Крым. И что у него получилось, у тупицы такого? Или каким надо быть, чтобы проиграть тупице, к примеру? Ну, тупицы со знаком минус, тупой еще тупее. Как обеспечивать идеологические оккупацию части Донбасса. А это у него получилось, тоже переиграл. Получается, все-таки тупой еще тупее. Относительно биографии самого господина Суркова, ну, посмотрите его биографию. Я что-то вот не заметил каких-то его достижений, кроме того, что интриги и то, что полезный человек Путину. Это его достижение, для нас, а не для украинцев, со знаком минус, но это достижение. Перечислил сам, минуту назад. Зрозуміло. Прокоментуйте ще тоді також версію деяких експертів, зокрема Андрій Новак в мене в ефірі озвучив, що це може бути таке вкидання українських політиків, які бояться, власне, тарифних, яких соціальних протестів. Канал «Эспрессо» в этот раз меня приятно удивил, потому что сайт, допустим, у них днище, да, но на видео здесь журналистка задает Антону Геращенко в лоб отдельные вопросы, и хоть от них он уходит, но она ему их задает. Значит, господин Новак и другие эксперты могут выступать и считать все, что они думают. Но конкретно данная переписка, конкретно планы по дестабилизации Украины, отдельный план по федерализации Закарпатья,
все совершенно адекватные, настоящие документы. Дякую, Антон Геращенко. Не додавила она его, но, по всей видимости, поняла, что он не ответит на вопрос. Откуда ты знаешь, что это настоящие документы? Ну, это же не твои друзья готовили эти документы. А, твои, Антон. Тут в чем фишка? В предыдущем видео я обозначил тех, кто, скорее всего, запустил этот фейк. Министерство пропаганды, Министерство информации, извините, СТЦ. Так вот, я думаю, что если Министерство СТЦ и участвовало в подготовке этого фейка, то как-то на 20-х ролях. Я знаю, кто осуществил этот вброс. Давайте его внимательно еще раз прочтите, если вам, конечно, не слишком смешно его читать. Дело в том, что в этих документах очень много внимания уделено правоохранительным органам. Попытаются опорочить правоохранительные органы, рост преступности, это все сурковцы. И там прозвучала еще фамилия Арсена Авакова. Там не прозвучала фамилия министра энергетики, там еще кого-то. Нет, там Арсен Аваков. И я думал, где я это видел? Вот это Шатун, план там Шатун. Я вспомнил. Операция Гюльчатай. Миротворец, Геращенко. И все, знаете, в голове сложилось. Антон, я знаю, кто это писал. Антон, это писал твой друг, который переехал из России в Украину. По национальности он белорус. Он поразительно безграмотный и малообразованный человек. Вот за текст отвечал он. А за создание сайта, вот это вот, если бы заплатили $20, если бы не жмотились, то, возможно, сайт вышел бы лучше. Отвечал Владислав некий, да, который считает себя серьезным там программистом, но смог создать вот такое вот только дерьмо, над которым тоже все посмеялись. С подтверждением достоверности данного вброса вылез, абсолютно подставляясь, ты и Шкиряк. И, что еще тут можно сказать? Да, еще. Давайте посмотрим просто, что до этого заливала на YouTube кибергруппа твоя. Как она? Киберхунта? Так, на Донбассе, груз 200. Вот киберхунта. Одно видео, 2 подписчика. Видео залито 10 сентября. Так, а что же здесь такое? Наверное... по данным группы груз 200. Ёпта. А кто это у нас тут? Ленка, ты что ли? В каждом рефрижераторе, который выходит сейчас из Украины, у них складируется до 50 тел. Да-да, Ленка врать не будет. Складируйте штабелями этих всех покойничков. В общем, что меня реально порадовало, то что вброс у вас, ребята, не получился. Вы считаете украинцев абсолютно тупыми, абсолютным уже планктоном. Если вот такое начали вбрасывать, если раньше старались, какие-то печати какие-то делали на фуфловых указах Захарченко, там, я не знаю, что-то какой-то был креатив. И ты, конечно же, можешь писать о том, что 1000 ботов прислал Кремль. Все могут проверить, это живые люди из Киева, из Тернополя, из Львова, из Хмельницкого, из Харькова, откуда угодно, из Одессы. И все они пишут, что Антон, а не охерел ли ты делать такого рода вбросы? А пока что предлагаю ввести в оборот мем «Пустить шатуна». Геращенко пустил шатуна. Завонял немного информпространства, вот этих вот псевдосми. Но уже завтра над Украиной будет стоять дикий ржач, потому что у вас не получилось. Пока.